Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Натан. Друзья, я потихоньку продолжаю заготавливать деревянные клепки из вот таких дубовых бревен. Первым делом при заготовке клепки от дубового бревна нам нужно отпилить полено необходимой длины. Зная длину будущей клепки под бочку определенного объема, в данном случае я буду заготавливать клепку под бочки объемом 50 литров. И зная, что длина клепки составляет 54 сантиметра, я отмеряю 65 сантиметров на этом бревне и буду пилить вот такое вот полежку. То есть запас у меня будет где-то в районе 5-5,5 сантиметров на сторону. С учетом растрескивания я считаю, что такого запаса вполне достаточно. Остаток будет у меня 48 сантиметров. Это пойдет на бочки объемом 10-15 литров. Там длина клепки составляет 35 сантиметров, то есть запаса с обеих сторон будет вполне достаточно. Друзья, если у клена заболони фактически не видно и определить ее довольно сложно, то у дуба идет четкое разграничение по всему периметру и отлично видно заболонь. То есть вот эта часть, вот кора, а вот эта часть называется заболонью. Это более светлая древесина, она не годится для производства бандарных изделий, потому что она довольно быстро трухнет, а для изготовления бочек нужно брать только вот эту серединную часть дубовых бревен. То есть сердцевину мы тоже, скажем так, выбрасываем, а для производства бочек используем только вот эту часть. Расколов данное полено на 4 части, каждую четвертинку мы должны распилить, то есть отбрасываем, вот тут мы так схематически позначим, что мы отбросили заболонь, и получается мы распиливаем на заготовку нужной нам толщины. В данном случае это бревно пойдет на бочке объемом 5-6 литров. Толщина клепок в районе 14-16 мм. Значит, нам нужно распилить как минимум на заготовке толщиной 18-19 мм. То есть мы распиливаем одну заготовочку, потом распиливаем вторую. Вот эту часть мы выбрасываем. Это у нас ядро. И у нас остаются две вот такие вот заготовки с полностью радиальным распилом. То есть у нас годовые кольца идут перпендикулярно широкой плоскости заготовки. То есть это и называется правильный радиальный распил. Отпилив вот эти две заготовочки, с остальной мы аналогично отпиливаем с этой стороны две заготовки. У нас уже ядро отделенное, то есть мы распиливаем вот эти две заготовки, получая аналогично две досточки с радиальным распилом. Тут даже можно сделать 3 заготовки. И потом из оставшегося кусочка, из вот этого треугольничка, мы распиливаем вот тут раз и еще раз, получая 2 небольших заготовочки под клепку. Также можно вот тут еще раз распилить, получая полурадиальный распил. Но в принципе, как показывает практика, бочки с таким распилом довольно нормально работают. И никаких претензий ни к качеству, ни к напитку у меня нет. То есть получается, из данной четвертушки мы получаем 1, 2, 3, 4, 5 больших заготовок и 3 маленьких.
Данные большие мы можем потом распилить на одну или две, или даже 3 заготовочки, в зависимости от диаметра бревна. Аналогично эти. А заготовки поменьше мы распиливаем на одну или же там на 2 клепочки, в зависимости от ширины заготовки. Оставшиеся кусочки можно потом еще распилить на тонкие заготовочки и сделать, допустим, бочки. У меня наименьшая бочка объемом 0,6 литра. То есть это маленький бочонок, и такие остатки, в принципе, вполне идут на такие бондарные изделия. Друзья, вот тут четко видно заболонь. То есть если основная часть древесины темно-коричневая, то вот эта часть, она желтая, такого желто-светлого цвета. И вот четкая граница разделения деловой древесины и заболони. Эту часть также необходимо расколоть еще пополам. И потом можно приступить к отделению заболони вместе с корой. Друзья, для отделения заболони я использую вот такое нехитрое приспособление, сделанное из куска рессоры автомобиля. Здесь имеется острая кромка. Я ставлю приспособление на кромку, на ту линию разграничения заболони деловой древесины. И с помощью вот такой небольшой кувалды наношу удары. И таким образом идет отделение заболони вместе с корой. Друзья, вот такая четвертинка получается после обработки. Заболони нет, остается только деловая древесина и ядро. Как я уже сказал, в процессе распиловки я потом отпилю вот эти 2 кусочка, то есть вот эту часть ядра, и у меня останется только деловая древесина. Ну и альтернативным способом разделения бревна на четверти является распил с помощью цепной пилы. Продольный распил, который я тоже иногда использую, особенно на вязких породах древесины, на груше, да иногда и на дубе. Данный способ я использую на бревнах небольшой толщины, так как при колке может раскол пойти свелевато, и потом приходится очень много проходить и обрабатывать четвертинку на фуганке, соответственно, остается деловой древесины совсем немного. Теперь каждую половинку надо распилить еще пополам, и мы получим те самые четверти для дальнейшей обработки.
После того, как мы раскололи или распилили деревянные бревна на четверти, нам нужно на фуганке обработать две перпендикулярные стороны, стараясь придать этому углу 90 градусов. Обрезать заболонь, если нужно, вот так. И потом, используя параллельный упор, распустить на заготовке необходимой толщины. Ссылка на более подробное видео о том, как распустить четвертинки на заготовке, будет в описании. Видео называется «Мой секрет идеального распила бревна на заготовке для деревянных бочек». Кому интересно, заходите на канал, подписывайтесь, кто еще не подписался, и смотрите. После распила бревен на заготовке я складываю их в штабеля, и они сохнут под открытым небом в течение 6-18 месяцев. После сушки я калибрую заготовки на рейсмусе, добиваясь одинаковой толщины. И только после этого делаю клепки для деревянных бочек. Друзья, кому было полезным и понравилось данное видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!